Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего сливочного печенья, которое мы приготовим в форме вот таких вот забавных зверюшек. Раньше я готовила такое печенье как раз в период новогодних праздников, поэтому рекомендую приготовить его и вам. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также, как всегда, подробный список я оставлю в описании под этим видео. Итак, муку смешиваем с разрыхлителем. Берем большую чашу для замешивания теста, добавляем мягкое сливочное масло и просеянную сахарную пудру. Берем насадку лопатка и на минимальной скорости перетираем сливочное масло с сахарной пудрой. Добавляем одно яйцо и продолжаем дальше замешивать тесто. Меняем насадку на крюк и постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Сначала вам покажется, что тесто совершенно не замешивается, но дайте ему время, и вы увидите, как легко и быстро тесто собирается в шар. Тесто получается довольно мягкое, все в порядке, так и должно быть. Перекладываем его на рабочую поверхность. 1/3 от теста убираем в сторону, оно нам еще понадобится. И к оставшемуся тесту добавляем 3 столовые ложки муки. И снова замешиваем тесто уже руками. Нам нужно всю муку вмешать в тесто. Мы никуда не спешим, поэтому делаем все уверенно и всю муку осторожно вмешиваем. Вот такими складывающими движениями. Тесто получается очень мягкое, эластичное. И если оно не липнет к рукам, то вы все сделали правильно. Если же оно еще довольно липкое, то добавьте еще немножко муки. В итоге у вас получается вот такое красивое мягкое тесто. Оборачиваем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 3 часа. Теперь берем оставшийся маленький кусочек теста, добавляем какао и точно так же вмешиваем какао в тесто. Сначала вам покажется, что какао слишком много, но нет, его немного. Нам нужно именно такое количество. С какао работать довольно непросто, но постарайтесь все-таки его вмешать и получить однородное шоколадное тесто. Вот такой шарик должен у вас получиться, он тоже не липнет к рукам. И снова оборачиваем наше тесто пищевой пленкой и точно так же убираем в холодильник. При желании вы можете вообще тесто оставить на ночь в холодильнике, это не проблема. Вот так выглядит уже остывшее холодное тесто. Посмотрите, какое плотное оно получилось. И теперь мы переходим к формированию наших зверюшек. Начнем с барашка. Для барашка нам нужны вот такие кругленькие шарики размером с виноградинку. Все печенье мы будем готовить с помощью шариков разного размера. Вы можете сначала накрутить шарики, если вы просто готовите барашков, но я на каждую зверюшку отдельно сворачиваю шарики. Итак, формируем барашка. Вам не нужно склеивать шарики между собой, просто плотно ставим их друг к другу, слегка придавливаем, чтобы они не расползались, но как-то сильно их приклеивать особо не нужно. Теперь нам понадобится наше шоколадное тесто. Здесь у нас будет голова у барашка. Делаем слегка овальную форму. И точно так же добавляем наш шарик. Теперь делаем лапки и ушко. Берем зубочистку, слегка надрезаем лапки. Делаем глазик у барашка. И все, наш барашек почти готов. Точно так же формируем всех барашков. Вы можете готовить
только один вид зверюшек. Я вам показываю, какие можно разные приготовить, а вы уже выбираете, что вам больше нравится. Принцип одинаковый. Просто скатываете шарики, соединяете и готово. Теперь давайте приготовим собачку. Для этого берем уже большой шарик. Размер, конечно, вы можете сами варьировать, какой вам больше нравится. Просто учитывайте, что в процессе выпекания зверюшки еще увеличатся в размере. Поэтому слишком большие я бы вам не рекомендовала делать. Нам понадобится для тела шарик чуть-чуть поменьше и для головы чуть побольше. Точно так же с помощью шариков делаем ножки и ручки. Теперь ушки. И делаем щечки нашей собачки. И глазки. Глазки можно сделать уже впоследствии после выпекания с помощью растопленного шоколада. Но мне больше нравится такой способ. Сделать маленькие кружочки с помощью шоколадного теста. Тогда глазки хорошо будут держаться. Теперь делаем мишку. Он у нас будет полностью шоколадный. Все то же самое. Шарик тела, шарик головы, лапки, носик и ушки. Если вы делаете больших зверюшек, как в данном случае мишку, то я рекомендую слегка приплюснуть тело мишки и голову, для того, чтобы тесто не треснуло в процессе выпекания. Я так не сделала, поэтому посмотрите в конце, что у меня получилось. Теперь я хотела приготовить мишку, который лежит на пузике. Но это была не очень хорошая идея. Почему? Вы увидите чуть позже сами. Делаем хвостик и носик. Если вы уже догадались, почему это была не очень хорошая идея, то пишите в комментариях. Если нет, то смотрите до конца. Точно так же делаем глазки. Я их слегка растягиваю по сторонам, потому что мишка у нас спящий. И глазки будут чуть-чуть сонные. Точно так же я решила сделать шоколадного мишку спящего. И тоже в конце выпекания у нас будет небольшой сюрприз. Идея была хорошая, но не в данном случае. Итак, наши печеньки почти готовы. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. И вот что у нас получилось. Посмотрите, какие получились забавные зверюшки. Они еще очень горячие. Даем печенью остыть около 10 минут. И уже можно пробовать. Посмотрите, какой смешной получился мишка. Мне очень нравится. Особенно дети, конечно, всегда в восторге от таких зверюшек. И посмотрите, то, что я говорила, шоколадный мишка слегка треснул, потому что нужно было приплюснуть ему животик. Барашки получились идеальные, шарики небольшие, поэтому никаких сюрпризов при выпекании не возникнет. При желании все эти зверюшки можно притрусить сахарной пудрой. Тогда они получаются еще более праздничные и нарядные. При желании вы просто можете выпекать обычное печенье, скатываете шарики, у вас получится вкусное сливочное или шоколадное круглое печенье. А вот и тот неприятный сюрприз, о котором я вам говорила. Посмотрите, что случилось с носиком. Это произошло по причине того, что носик у нас был не наверху головы. Если справа мишка хорошо получился, так как носик сверху был, то боковой носик слегка расплылся. Поэтому все-таки готовьте зверюшек, которые лежат на спинке. А теперь я вам покажу, как можно интересно порадовать своих знакомых к какому-нибудь празднику, к Рождеству или просто удивить кого-то, порадовать приятным сладким сюрпризом. Берем пакетики, складываем наши печенюшки, завязываем ленточкой любой, желательно яркой.
И в итоге у вас получится прекрасный презент для друзей, знакомых или же для коллег. Почему бы и нет? Можно порадовать кого-то на работе. Уверена, взрослые тоже обожают съедобных мишек и барашков. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Мне будет приятно, как всегда, почитать. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.